Рассветный свет пронизывает зеленый еловый полог, укрывающий пустынную дорогу в лесу Британской Колумбии, теплым и чистым желтым цветом. Лучи солнца медленно пробиваются сквозь густые ветви, разбивая сумрак ночи и покрывая все вокруг мягким золотистым сиянием. Воздух напоен прохладой и обещанием нового дня. На чистом асфальтовом шоссе черный полицейский автомобиль ехал медленно между двумя рядами высоких сосен. Листья шуршали в легком бризе. Машина двигалась так, чтобы не тревожить тишину леса. Каждая кочка и изгиб дороги отбрасывали на поверхность дорожного покрытия тонкие тени от иголок и ветвей. Офицер Дэвид Харрис вел машину, а рядом с ним сидел его напарник Марк Тернер. Оба были на утреннем дежурстве в начале весны. Они делились легким разговором о погоде и недавних вызовах, но в их голосах слышалась деловая сосредоточенность. Ноги Дэвида слегка стучали от ритма мотора. Свет, пробивающийся через лобовое стекло, отбрасывал тени двух человек на темно-зеленый лесной пол, где мерцающий солнечный свет отражался от хвои. Эти тени казались растянутыми и причудливыми на фоне мха и опавшей хвои, создавая почти кинематографичный контраст между людьми и дикой природой вокруг. Пение птиц разносилось далеко и широко, смешиваясь с запахом хвойной смолы и сырой травы, создавая умиротворенную картину природы, словно живую картину. Каждый трель и шорох дополняли общую гармонию утра, как будто лес сам приветствовал новый день. В этом звуковом полотне чувствовалось скорее спокойствие, чем тревога. Дэвид улыбнулся и сказал, что сегодня хорошая погода, надеясь, что во время патруля им не встретятся проблемы. Его напарник кивнул в ответ, и на мгновение их разговор вернул простую человеческую близость в окружение строгой природы. Но когда он завернул на следующий поворот, он внезапно притормозил, прищурившись в сторону, где неподвижно стояла большая коричневая фигура у обочины. В дальней точке поля зрения что-то нарушало привычный порядок пейзажа, и этот контраст сразу привлек внимание. Огромный бурый гризли лежал, опустив голову. Его тело казалось тяжелым, словно он измотан долгим утомительным путем. Каждая его часть тела говорила о усталости и боли, от тяжести плеч до медленного затрудненного дыхания, видимого по движению груди. Шерсть была свалявшейся и пыльной, и солнце отражалось от его золотисто-серой шубы и мощных плеч. Вблизи можно было рассмотреть отдельные пряди, спутанные и покрытые следами земли и растительного мусора. Это подчеркивало длительность его страданий. Старая автомобильная шина плотно вросла в его шею, оставляя глубокие следы вокруг шеи и кожу, красную и распухшую. Вокруг ран были видны следы трения и рубцы, свидетельствующие о том, что он некоторое время мучился, пытаясь освободиться, и каждая попытка лишь усугубляла повреждения. Дэвид немедленно нажал на тормоз с легким скрипом. Проблесковые красно-синие огни отразились от покрытых росой стволов деревьев. Свет мигал и разрезал тишину леса, привнося в него ощущение чрезвычайности и неотложности. Они вдвоем наблюдали через стекло. Медведь не был свиреп, он просто тяжело дышал. Его мутные глаза были полны боли и отчаяния. В его взгляде не было агрессии, лишь измученная тоска и надежда на помощь, что делало сцену особенно трогательной и сложной для восприятия. Он поднял голову и посмотрел в сторону машины. По его морде стекали прозрачные слезы, которые в чистом золотом свете сияли и мерцали. Каждая капля, стекающая по шерсти, словно подчеркивала глубину его страдания и уязвимость. Из его горла раздался тихий звук, часть стон, часть немой крик о помощи, эхом разнесшийся по лесу.
Этот звук пробуждал в свидетелях глубокое сочувствие и одновременно чувство бессилия. Ведь помочь могло лишь вмешательство тех, кто знал, как обращаться с дикими животными. Дэвид крепко сжал руль, его сердце учащенно билось. Он ощущал бессилие перед величием существа. Его пальцы покалывало от напряжения, плечи напряглись. Весь он был сосредоточен на том, чтобы не сделать резких движений. Марк поднял телефон и сделал несколько снимков. Его рука слегка дрожала. Он хотел зафиксировать положение для отчета и оперативного сообщения, но каждый щелчок камеры казался недостаточным по сравнению с тем, что он видел своими глазами. В ярком золотом свете весенний ветер пронесся, неся запах хвойной смолы и шорох падающих листьев, создавая душераздирающее спокойствие. Атмосфера была наполнена одновременно красотой и горечью. Природная гармония контрастировала с чужеродной шинной петлей на шее животного. Они переглянулись. Глаза их наполнились жалостью и страхом, так как они понимали, что медведю нужна помощь прямо сейчас. В их взглядах читалась решимость действовать и тревога за возможные риски, связанные с вмешательством в ситуацию с раненым диким животным. В мерцающем свете образ огромного животного с покоренной головой внезапно погрузил весь лес в странную тишину. Даже обыкновенные звуки казались приглушенными, сцена словно застыла в ожидании. Марк держал рацию. Голос его слегка дрожал, когда он доложил в лесничество о застрявшем медведе, требующем спасения. Каждое слово было отмерено, он старался дать точное местоположение и описать состояние животного, чтобы подготовить к приезду команду со всеми необходимыми средствами. В ответ по громкоговорителю прозвучал голос: «Не покидайте автомобиль, держитесь на безопасном расстоянии и ждите, пока рейнджеры прибудут и окажут помощь». Инструкции были строгими и продиктованы заботой о безопасности как людей, так и животного. Дэвид кивнул и выключил сирену, чтобы не напугать дикое животное, затем уставился в зеленую чащу впереди. Он понимал, что лишний шум может лишь ухудшить ситуацию и напугать раненого зверя, заставив его рывками травмировать себя еще больше. Медведь медленно шевелил шеей, и та болезненно дергалась, шина сдавливала ее, и дыхание стало еще тяжелее и затрудненнее. Каждый вдох-выдох сопровождалось видимыми усилиями, и казалось, что он израсходовал почти всю свою силу на бессмысленные попытки освободиться. Капли слюны падали на яркую дорогу, отражая солнечный свет, и искрились, словно кристаллы. Эти мелкие детали делали происходящее еще более трагичным и одновременно прекрасным в своей печальной красоте. Марк слегка склонил голову, его глаза были молчаливы, сердце его сжималось от ужасающего зрелища. Он пытался подобрать слова утешения, возможно, не для медведя, а для самого себя и напарника. Но в лесной тишине такие слова казались ненужными. Дэвид пытался сохранять спокойствие. Свет отчетливо отражался на его лице в тусклом салоне. Его четкий, сдержанный вид был подмогой в ситуации, требовавшей хладнокровия и аккуратности. Они могли только сидеть неподвижно, слушая звук ветра, шепот леса и тяжелое дыхание огромного существа. Каждое замирание и шорох казались важными, словно лес сам осознавал драму, разворачивающуюся в его глубине. Вдали несколько птиц налетели вниз, затем взмахнули крыльями и вновь взмыли в небо. Солнце искрилось на их полете. Эти простые природные движения напоминали о непрерывном цикле жизни, несмотря на трагедию, разыгрывающуюся на земле. Они ждали в молчании. Секунда растянулась между тихим лесом и ярким полуденным светом. Молчание было плотным и почти осязаемым, словно перед бурей, но вместо грозы здесь назревало нечто иное — вмешательство людей и, возможно, спасение. Почти через 30 минут вдалеке раздался звук мотора,
и по солнечной дороге подъехал темно-зеленый пикап лесной службы. Его профиль выделялся на дороге, и по мере приближения можно было различить экипаж, готовый действовать. Двое рейнджеров, Лукас Браун и Элла Морган, вышли, неся транквилизаторные ружья и специализированные медицинские наборы. Их уверенные движения и слаженность в действиях вселяли надежду. Они прошли через подобные ситуации и знали, как действовать. Свет, отражавшийся от эмблемы канадских рейнджеров, делал весь лес ярче, кристально чистого зеленого оттенка. Эмблема на их одежде и машине внушала доверие и напоминала о том, что в этом районе существует служба, заботящаяся о дикой природе. Лукас подошел ближе и присмотрелся к медведю. Он понял, что тот, вероятно, застрял в шине со свалки недалеко от озера Силвер-Крик. Его взгляд был профессиональным и внимательным. Сиюминутные проявления страха и боли он умел отличать от признаков агрессии и потенциальной опасности. Медведь посмотрел на них и слабо зарычал. Его глаза были мутными, но в них все еще мерцала слабая надежда. Этот взгляд словно просил еще немного времени и действий от людей, которые могли помочь. Они скоординировали план. Лукас приготовил анестезирующее ружье, Элла подготовила лекарства и медицинские перчатки. Каждый знал свою роль, и их подготовка была основана на опыте и четкости процедур. Раздался небольшой свист, дротик полетел, металлический блеск пробежал по яркому лесному пространству. На мгновение воздух будто замедлился, а затем звук дротика растворился в лесной тишине. Игла попала в цель. Медведь вздрогнул и медленно упал на мягкую траву, залитую теплым желтым светом. Его падение было плавным и постепенно легким, как будто сон навалился на утомленного зверя. Ветер стих. Пространство стало настолько тихим, что слышно было только ровное дыхание обездвиженного животного. Тишина дала людям возможность действовать быстро и сосредоточенно, не отвлекаясь на посторонние звуки. 4 людей подошли вперед, их тени тянулись по яркой дороге, отражая синий свет полицейской машины позади. Они двигались осторожно, чтобы не тревожить животное и не причинить ему дополнительной боли. Элла аккуратно подстелила ткань под шею медведя, чтобы защитить поврежденную кожу, прежде чем отрезать шину. Ткань служила барьером между инструментом и раненой кожей, снижая риск инфицирования и дальнейших травм. Лукас включил ручной триммер, стальное лезвие блеснуло на солнце и издало короткий свист, эхом разнесшийся по лесу. Звук инструмента нарушил прежнюю тишину, но был необходим для освобождения животного. Резиновая пыль и мелкие искры поднялись вверх, мерцающий свет отражался от слегка дрожащих зеленых иголок сосен. Эти мельчайшие детали, пыль, искры, дрожание игл, придавали сцене визуальную насыщенность и подчеркивали напряженность момента. После 15 напряженных минут резина наконец уступила, тяжелая шина упала на землю с глухим стуком. В этот звук заключилось облегчение, как будто природа вздохнула вместе с людьми. 2 полицейских и Лукас подняли ее с шеи медведя, они тяжело дышали, лбы их были покрыты потом. Физическое усилие и эмоциональное напряжение сказались на каждом из них, но одновременно росло и чувство выполненного долга. Когда оголилась кожа под шеей, они с ужасом увидели глубокую красную кровоточащую рану, из которой сочилась болезненная желтая гнойная масса. Вид раны показал, что медведь долгое время страдал и что требуется срочная медицинская помощь. Элла открыла медицинскую сумку и обработала рану антисептическим раствором. Запах лекарств разнесся в лесном ветру, а свет отражался от флакона в ее руке, сверкая словно серебряная полоска
в ярком желтом солнечном свете. Каждый ее жест был точным и отточенным, что внушало уверенность остальным. Лукас осторожно отряхнул грязь ватной палочкой и аккуратно наложил повязку на шею медведя. Он работал быстро, но бережно, понимая, что от его действий зависит дальнейшее выздоровление животного. Чистая белая повязка выделялась на фоне взъерошенной коричневой шерсти и отчетливо отражала свет полуденного солнца. Этот контраст белой повязки на темной шерсти выглядел почти символично, знак помощи и надежды посреди природной драмы. Дэвид наблюдал за происходящим. Глаза его были молчаливы, сердце наполнялось жалостью и восхищением. Он чувствовал гордость за то, что стал свидетелем и участником спасения живого существа, и одновременно глубину ответственности за результат. Марк нагнулся, чтобы помочь. Его рука слегка дрожала, когда он коснулся густой мягкой шерсти, все еще теплой от дыхания. Контакт с животным был трогательным и напоминал, насколько близки люди и дикая природа в моменты сострадания. Им ввели стимуляторный укол и отошли, оставив животное отдыхать в мирном лесном свете. Это было необходимо, чтобы ускорить восстановление и убедиться, что медведь не придет в себя слишком резко. Ветер шевельнул листья, свет заиграл, словно празднуя только что свершившееся освобождение. Природа, казалось, тоже принимала участие в этом моменте. Легкий шепот листвы и мерцание света создавали атмосферу окончательной легкости. Четверо стояли вокруг молча, наблюдая, как массивное существо восстанавливается в тихой, благожелательной атмосфере. Между ними не требовалось слов, каждый понимал роль другого и общую значимость момента. Прошло несколько минут. Тело медведя слегка дрогнуло, веки шевельнулись и медленно открылись под ярким светом. С каждым вздохом он возвращался к жизни, и это было самым радостным свидетельством эффективности их действий. Он глубоко вздохнул и приподнял голову. Его черные глаза отражали солнечный свет, пробивающийся сквозь зеленые листья. В них теперь читалась не только боль, но и растущее облегчение. Они смотрели на людей, которые помогли ему вернуться к силе. Белая повязка вокруг шеи резко выделялась на его золотисто-коричневой шкуре, отражая чистый дневной свет. Этот визуальный образ напоминал о том, что рана закрыта и начался путь к исцелению. Медведь попытался встать, дрожа всем телом, и поднял пыль под солнцем, словно золотые частицы света, танцующие вокруг. Его попытки подняться были неловкими, но целеустремленными, и люди наблюдали с осторожной надеждой. Две припаркованные неподалеку машины отражали свои мигающие красно-синие огни на его мокрой блестящей коже. Отраженный свет придавал сцене почти торжественный оттенок, как будто сама природа принимала участие в этом акте спасения. Медведь посмотрел в сторону 4 людей, стоящих вдалеке. В его глазах было спокойствие, мягкость и немая благодарность. Этот взгляд был коротким, но наполненным смыслом. Благодарность без слов и без человеческой риторики. Он издал низкое рычание. Звук разнесся далеко по лесу и звучал почти как искренняя благодарность людям. Это рычание было простым, честным откликом животного, и для присутствующих оно значило очень многое. Весенний бриз нежно дул, запах леса разносился, и золотой свет плясал по стволам деревьев, покрытых мягким зеленым мхом. Вся сцена напоминала картину умиротворенного утра после бури, где все возвращается на свои места. Медведь повернул голову и медленно направился вглубь леса. Его походка была уверенной, шея стала легкой и свободной. Маленькими шагами и сдержанно он удалялся в свою естественную среду, где сможет восстановить силы и вернуться к обычной жизни. Свет пробивался сквозь листву и падал на его спину, создавая яркую золотую полосу в чистом воздухе. Эта полоса выглядела как знак благословения или прощания.
прощание с тем периодом страданий и приветствие новой главы в его жизни. 4 людей стояли неподвижно. Никто ничего не говорил, они просто наблюдали, как большая фигура постепенно исчезает в бескрайнем лесу. В их сердцах остался теплый осадок, радость от спасения и легкая грусть от расставания с тем, кого они спасли. На фоне голубого неба пролетела стая птиц с серебристыми бликами, неся с собой умиротворение природы. Их полет добавлял финальную, почти поэтическую ноту к увиденному. Жизнь продолжалась, и мир вновь обрел равновесие. Полуденное солнце лилось на дорогу. Хвойные иглы отражали мерцающий свет, словно золото, по всему спокойному пространству. Все вокруг казалось очищенным и немного светлее после событий утра. Лукас повернулся и посмотрел на 2 полицейских с легкой улыбкой. Солнечный свет, пробиваясь через крону, отражался на его потном лице. В его улыбке слышалась усталость и облегчение одновременно, чувство долга выполнено. Дэвид ответил улыбкой. Глаза его сияли простой радостью, которую он только что пережил в глубине леса. Эта улыбка была искренней и тихой, без пафоса, с глубоким внутренним удовлетворением от правильно сделанного дела. Они пожали друг другу руки, полные гордости, зная, что поступили правильно ради природы. Пожатие рук было молчаливым подтверждением того, что совместными усилиями удалось спасти жизнь. 4 собрали инструменты, положили шину в кузов грузовика и закрыли крышку в ярком дневном свете. Их движения были спокойными и организованными. Как после хорошо исполненной задачи, все убрано, все следы оставлены аккуратно и с уважением к месту происшествия. 2 машины медленно покатили по покрытой листвой лесной дороге. Свет проникал через чистые окна, а звук моторов в сочетании с шелестом ветра нежно эхом разносился в прохладном и мирном зеленом пространстве. Пейзаж возвращался к своему обычному ритму, но теперь в нем осталось напоминание о спасении и сострадании. Дэвид в последний раз обернулся к лесу, где мерцающий свет все еще просачивался сквозь зеленые листья. Его взгляд задержался на том месте, где только что происходило важное событие, и в нем было тихое уважение к силе природы и к тому, как легко она может быть потревожена. Весенний солнечный свет укрыл дорогу, пробиваясь сквозь деревья и листву, завершая эту историю о сострадании и возрождении. Это было небольшое, но значимое напоминание о том, что человечность и профессионализм могут изменить судьбу даже самого большого существа в лесу. История осталась в их памяти как пример того, как внимание и решимость могут восстановить равновесие между человеком и природой.